Всем привет, с вами Павел, и в этом видео мы разберемся, как создать мониторинг своего счета на сервисе MyFXBook. Что такое MyFXBook? MyFXBook — это сервис, который позволяет создавать мониторинги ваших счетов на основе открытых сделок и истории вашего счета. Этот сервис строит вот такие графики прибылей и убытков. Также он позволяет просматривать доходы и убытки, вот сколько в отдельные месяцы были, в отдельные года, общий винрейт счета, сколько всего заработано пунктов по отдельным парам, с помощью чего вы можете выяснить, что, допустим, фунт-доллар у вас идет не очень по этой стратегии, его лучше отключить. По дням распределения прибыли вы можете обнаружить, что, например, по пятницам у вас максимальное количество убыточных сделок, и даже по часам есть анализ. Вы опять же можете заметить, что по окончании лондонской сессии, например, у вас торговля идет не очень. В общем, штука удобная, причем это не только для вас. Вы можете делиться данным мониторингом с общественностью, продемонстрировав тем самым, как торгует ваш советник, либо вы торгуете вручную. Так вот, как же эту штуку создать? Перво-наперво заходим на сайт myfxbook.com, и теперь нам нужно зарегистрироваться. Я уже залогинен. В целом процесс регистрации не представляется чем-то необычным. Можно зарегистрироваться через Facebook, Gmail, либо просто по email. Здесь указать имя пользователя, какой у вас будет ник, мыло, пароль 2 раза, согласиться со всеми условиями. В принципе, и все. Ничего сложного в регистрации нет. С этим, по крайней мере, проблем ни у кого еще не было. Теперь переходим непосредственно к подключению нашего счета к MyFXBook. В этом видео мы рассмотрим подключение для MT4 и для MT5. К сожалению, для MT5 возможен только один способ подключения через советник. Для MT4 способов больше. Поэтому я предлагаю начать со способа подключения через советник, так как он одинаковый как для MT5, так и для MT4. А затем уже рассмотрим другие способы подключения, доступные, к сожалению, только для MT4. На сайте MyFXBook жмем на наш профиль, настройки. И здесь, у вас счетов не будет, я уже добавлял. Нас интересует кнопочка «Добавить счет». Нажимаем ее, и далее нам предлагают выбрать платформу. Здесь помимо MetaTrader 4 и MetaTrader 5 есть еще CTrader, Oandовская платформа, Trading Station. Их мы рассматривать не будем, это специфические платформы, и кто ими пользуется с MyFXBook, я думаю, разберется без проблем. Итак, первым мы рассмотрим подключение через советник и рассмотрим его для MetaTrader 5, так как это единственный способ подключения счета на MT5 к MyFXBook. Так, выбираем MetaTrader 5, и обратите внимание, сразу у нас автоматом скачалась вот такая штучка. installer mt5.exe. Программка, которая по сути устанавливает советник для публикации отчетов из MT5 на MyFXBook в наш терминал. Здесь также появляется ссылка на инструкцию, немножко устаревшую, которая объясняет нам, как, собственно говоря, все установить. Здесь демо-счет, я специально открыл несколько ордеров на продажу и на покупку, чтобы мы смогли его отличить, чтобы что-то отображалось на графике. Открываем наш инсталлятор, который у нас автоматом скачался, и он нам предлагает перетащить мышкой ярлык нашего MT5 терминала, либо же через кнопку Browse найти наш терминал в проводнике. Давайте перетащим иконку нашего терминала. Отказано в доступе. Окей, значит через Browse попробуем. Опять вылезает у меня ошибка. На VPS у меня получалось. Что ж, если у вас подобная ошибка, то поздравляю, вы не одиноки. И в этом случае MyFXBook советует установка вручную. Если вы не можете воспользоваться программой установки, вы можете загрузить необходимые файлы здесь. myfxbook.x5 и DLL x64. И как обычно Windows ругается на файлы библиотек. Но мы это игнорируем и жмем «Сохранить». Выходим из инсталлятора, работать с которым у нас не получилось. Открываем каталог данных нашего MT5, MQL5. Папку Experts мы перетаскиваем MyFXBook советник. И в папку
библиотеки мы перетаскиваем библиотеку .dll. Все закрываем, перезапускаем терминал. И в разделе «Советники» появился MyFXBook. Кстати говоря, при установке через инсталлятор на VPS у меня появлялся MyFXBook не в разделе «Советники», а вот просто как будто отдельной категории. Ну, суть та же. Советник мы установили. Ура! Теперь нужно убедиться, что в терминале торговля советниками разрешена. Да? Заходим в сервис, настройки, раздел «Советники», разрешить алгоритмическую торговлю, разрешить импорт DLL, так как у нас используется библиотека, и окей. И кнопочка «Алготрейдинг» тоже должна быть зеленой. Советник MyFXBook торговать не будет, не переживайте. Он будет только передавать данные о вашем счете. Итак, открываем график какой-нибудь валютной пары, лучше всего, которую вы не торгуете, и перетаскиваем на нее советник. Входные параметры. А вот здесь, внимание, вам нужно будет ввести MyFXBook email, который вы указывали при регистрации, и пароль, который вы указывали при регистрации. Остальные настройки не трогаем. Жмем ОК. И вот здесь у нас Last Publish Never. Надеюсь, вы успели заметить. И сменилась надпись на Statement Uploaded Successfully. То есть statement, отчет успешно был загружен. Также во вкладке «Эксперты» вы можете найти информацию от советника MyFXBook. Да, ну вот тут какие мы настройки указали. Он запустился, и Statement Uploaded Successfully. Вот эта надпись, она будет появляться в идеале каждые 5 минут, если все хорошо. И это означает, что советник успешно передает данные. Передавать-то он их передает. А вот получает ли их MyFXBook? Теперь давайте смотреть. Переходим в настройки вашего профиля и смотрим. Появился счет, на нем может быть советник, может быть что угодно. Вот с таким вот названием MT5 и какой-нибудь длинный номер. Брокер, приватный, подключение, активно. Вот это важно. Если у вас появился счет, но подключение пишется в ожидании, у меня такое бывало, и спустя час-два ничего не меняется, да, и в окне редактировать вы ничего не можете поменять ни брокера, тут обычно светится брокер ада, то есть другой какой-то непонятный, значит, что-то переглючило. Нужно советник удалить с графика и запустить заново, да, и удалить этот счет, который у вас появился, если он без активного подключения, чтобы заново все произошло и заново добавился счет. Такое иногда бывает. MyFXBook периодически глючит. Это нормально. Далее, нажав «Редактировать», вы сможете добавить информацию для себя, либо для общественности, либо и для себя, и для общественности. А вы не можете сменить платформу, не можете сменить брокера, так как это все автоматом определяется. К верификации для того, чтобы сделать счет публичным, мы перейдем чуть позже. Информация о счете, вы здесь можете сменить его имя какое-то, написать, ну, лучше использовать латинские буквы без кириллицы, чтобы все отображалось верно. Добавить какое-то краткое описание, советник, настоящая игра, тип системы, технический либо фундаментальный, тип торговли, автоматический либо вручную, демо, плечо, автоматом считывается. И вот здесь, если у вас аккаунт полностью верифицированный, мы к этому вернемся, вы можете сделать его публичным. И можно включить распределение по мэджикам. Это может пригодиться, если у вас на счете торгует несколько советников. И в конце можете сохранить изменения. Все, отлично. Теперь, где нам найти, посмотреть вот эти все красивые картинки, графики и прочее? Находим раздел «Портфель», да, меню. И здесь будет список ваших мониторингов. Вот, соответственно, выбираете тот, который у вас добавился. Я не закрыл ни одной сделки. Обновлено 4 минуты назад, но при этом есть вот наши открытые позиции. Давайте какую-нибудь из них закроем, либо обе их закроем, и посмотрим, как это отобразится на мониторинге через 5 минут. Каждые 5 минут обновляется мониторинг. Итак, я закрыл позиции, мониторинг обновился, и вот, соответственно, у нас появился какой-никакой, но график. Также мы можем наблюдать историю, здесь и депозиты, снятия тоже отображаются, собственно говоря, какие были ордера, с каким стопом, с каким цейком. Все отлично. Теперь давайте этот мониторинг удалим. Чтобы удалить мониторинг, вот у нас тест, редактировать жмем и выбираем кнопку удалить. Нас просят ввести пароль MyFXBook.
Все, счет удален. Это был единственно возможный способ подключения счета на MT5 к MyFXBook с помощью советника. Для MT4, напоминаю, все происходит абсолютно идентичным образом при подключении с помощью советника. Теперь давайте рассмотрим другие способы подключения для MT4. Точно так же переходим в настройки профиля и добавляем счет. Выбираем «Добавить счет». Моя платформа. Рассмотрим подключение через паблишер, через публикацию средствами терминала. MetaTrader 4. Нажимаем «Мой брокер». Выбираем. Тоже RoboForex у нас будет MT4. Вам, соответственно, нужно своего брокера выбрать. Для Alpari, кстати, обратите внимание, здесь много вариантов. Выбирайте RU наш. Так, возвращаемся к RoboForex. Он один. Здесь нам сразу предлагают выбрать описание системы. Ну, давайте ее назовем. Собственно, что мы делаем, так мы и назовем. Тест Publisher MT4. Краткое описание вашей системы. Очень хорошее. Тип системы. Технический, тип торговли. Пусть будет смешанный. Демо-счет. Кредитное плечо. Ну, давайте 1 к 500 поставим. Сохранить. И нам вот здесь пишет подключение в ожидании. То есть ничего там не передается. И в настройках мониторинга нам пишет проверка данных выключена для режима публикатора. Ля-ля-ля-ля. Так, как же нам сделать, чтобы вот эта вся история стала активной? В списке наших счетов в разделе настройки нам нужен номер нашего свеже еще не добавленного мониторинга. Счет. Вот в данном случае это 879 88 92. Этот вот номерок нам понадобится. Открываем MT4 с нашим счетом, который мы собираемся замониторить. Идем в сервис, настройки, FTP и заполняем все следующим образом. FTP сервер, как указан у меня, ftp.myfxbook.com, 21. FTP каталог пропускаем. FTP логин — это номер вашего мониторинга в MyFXBook, который мы запоминали только что. FTP пароль — это пароль от MyFXBook аккаунта. Пассивный режим передачи данных, галочку проставляем. Номер счета — это номер счета в MT4. Да, вот тот самый, который у вас пишется вот тут вот, наверху на самом. Вот этот ваш номер счета. Обновлять каждые 5 минут оставляем. Пассивный режим передачи данных, галочка стоит. Вроде как все. Нажимаем кнопку «Отчет успешно поставлен в очередь». Ну, вроде как все. Здорово. Жмем ОК. Переходим на вкладку «Журнал». И вроде как паблишер пишет ОК. Ну, давайте посмотрим, что у нас с мониторингом MyFXBook. И вот у нас появляется сообщение: сбой при добавлении новой системы тест Publisher MT4 не был завершен анализ истории, некоторые депозиты отсутствуют. Итак, MyFXBook ругался на то, что у меня не вся история доступна. Я зашел на вкладку «История счета», правой кнопкой мыши выбрал «Вся история». И вот этот самый баланс пополнения появилась. Графа, я демку довольно-таки давно открывал, месяц назад, поэтому по умолчанию не было видно в истории счета именно пополнение. Оно MyFXBook, по-видимому, требуется. И давайте подождем следующего обновления мониторинга, когда у нас через 5 минут вновь будет публикация отчета, и посмотрим, помогло ли это решить проблему. Пока мы ждем обновления данных, добавлю, что как при создании мониторинга через советник, так и при публикации данных напрямую из MT4, тот способ, который мы сейчас через паблишер разбираем, терминал должен быть включен, иначе ваш мониторинг обновляться не будет. А вот с помощью следующего способа для MT4, который мы сейчас с вами рассмотрим через пару минут, держать терминал включенным не требуется. Появилось сообщение, что система тест Publisher MT4 добавлена успешно. Давайте проверим. Тест Publisher MT4. Вы еще не подключили счет. Подключение активно. Все вроде как хорошо в настройках, но пишет ошибку. Снова в разделе FTP давайте попробуем нажать тест. Попробуем пнуть эту систему. И ура! Наконец-то у нас появился наш мониторинг. Вот открытая сделка. Все есть. И вот нам MyFXBook предлагает заплатить денежку, чтобы у нас все работало повеселее. MyFXBook нам прозрачно намекает, что создание мониторинга через паблишер, через публикацию данных через FTP
с MT4 это не самый лучший способ, мягко говоря, он устаревший, скажем прямо, и использовать его я вам не советую. Еще и по одной причине: вы не сможете сделать такой мониторинг публичным и поделиться с кем-либо ссылкой на него, либо же самостоятельно ее просматривать без логина тоже не сможете. Поэтому данный способ создания мониторинга я не рекомендую. Итак, давайте удалим наш мониторинг и подключим его уже по-человечески. Теперь давайте рассмотрим добавление мониторинга для MT4 через функцию автоапдейт. На мой взгляд, самый оптимальный способ, но однако он обновляется только каждые 60 минут. Раньше было 5 минут, как и при обновлении через советник, теперь вот каждый час. Ну, я думаю, небольшая какая-то разница особо. Сделали это мы Facebook изменения для того, чтобы ввести платный тариф, чтобы все было здорово, быстро и четко, но за денежку. $5 в месяц, либо 4,16 при оплате за год. Платный вариант, я не думаю, что кому-то особо прям сильно нужен, но мы его все равно, тем не менее, рассмотрим. MT4 автоапдейт выбираем. Также нас просят заполнить информацию, заполняем данные. Здесь, обратите внимание, нас просят указать номер счета в MT4, то есть наш логин в MT4. В данном случае вот такой вот длинный номерок у меня. И также нас просят указать пароль инвестора. Так, находим наш пароль инвестора. Бывает, брокер его при открытии счета вам сразу предоставляет, либо присылает на почтовый ящик, а бывает, что присылает только в MT4. Так, находим наш пароль инвестора, копируем, вставляем. К вопросу о безопасности счета. Пароль инвестора, он позволяет только просматривать данные на вашем счету, поэтому он называется такой пароль инвестора, чтобы вы могли его предоставлять своим инвесторам. И с этим паролем MyFXBook не сможет открывать какие-то сделки, либо закрывать их, поэтому не можете не опасаться за безопасность своего счета. Более того, я проводил эксперименты на небольших реальных счетах, я предоставлял MyFXBook, где он просит пароль инвестора, я предоставлял реальный торговый пароль, и никаких манипуляций со счетом, ну, как я, собственно, и ожидал, MyFXBook не делает. Деньги не выводит, позиции не открывает, не закрывает, только собирает информацию. Поэтому за сохранность вашего счета можете не переживать. Но все равно предоставлять основной торговый пароль не стоит, предоставляем пароль инвестора. Итак, все прописали, жмем «Создать счет». Подключение к вашему счету идет. На данном этапе MyFXBook может зависнуть, написать какую-нибудь ерунду. В этом случае удаляем мониторинг и создаем его заново этим же способом. Ну, посмотрим, повезет ли нам в этот раз. Довольно продолжительное время может идти вот это подключение. Не переживайте, не закрывайте страницу и не перезагружайте ее. Невозможно подключиться к вашему счету. Пожалуйста, проверьте данные для входа. Ага, я тут ошибся с сервером. Будьте внимательны. Сервер указывается вот тут вот. Счета, вот у меня RoboForex демо, значит такой же сервер нужно указать и при создании мониторинга. RoboForex демо. Нажимаем еще раз «Создать счет», подключение к вашему счету. И ура! Наш счет был успешно создан. И мы можем перейти на мой счет. Вот, собственно говоря. Да, давайте закроем сделку, чтобы это все отобразилось. Ну, собственно говоря, вот открытая сделка есть, все на месте. Ждать часа для следующего обновления мы не будем. Однако плюс вот этого метода автоапдейт в том, что вам не нужно постоянно держать терминал включенным для обновления данных. Ура! Все способы подключения к MyFXBook мы рассмотрели. Теперь давайте сделаем наш мониторинг публичным. Для того, чтобы мы могли поделиться ссылкой на него, допустим, где-то на форуме, либо в соцсетях, а также могли просматривать информацию о собственном счете, не логинясь на MyFXBook. Иногда это тоже бывает удобно. Вновь переходим в настройки на MyFXBook, тест автоапдейт, наш текущий мониторинг, и у него статус приватный. Нам его нужно сменить на публичный. Нажимаем «Редактировать», и в разделе «Разрешение» мы сможем сделать его публичным после того, как полностью верифицируем. Как же нам верифицировать счет? Верифицировать счет мы можем через смену пароля инвестора на тот пароль инвестора, который предлагает нам
MyFacebook. Таким образом мы подтвердим ему, что у нас действительно есть и основной пароль для этого счета, так как мы не можем поменять пароль инвестора, не зная основной пароль от счета. И докажем ему, MyFacebook, то мы полноценный владелец торгового счета. Так, копируем то, что нам предлагает MyFacebook. Идем сервис, настройки, сервер и жмем кнопку «Изменить». Выбираем «Заменить пароль инвестора», вставляем то, что нам предлагает MyFacebook, и прописываем наш основной пароль, торговый пароль для нашего счета. Нажимаем «Ок», «Ок». Далее жмем кнопку «Обновить пароль». Пароль инвестора вставляем тот, что нам предложил MyFacebook еще раз. Жмем «Ок», закрываем и жмем кнопку «Связаться». Подключение к счету, ждем. Счет успешно авторизован. Отлично. Теперь давайте перезагрузим страницу. Идем во вкладку «Расширить разрешение», и теперь у нас есть возможность сделать счет публичным. Ставим галочку и выбираем, что мы хотим публике показывать. Номер счета хотим, не хотим, баланс хотим, не хотим, история торговли, лоты, открытые сделки, открытые ордера, комментарии к ордерам, топы, цейки. Все это можете скрыть, можете показывать. Ваше дело. После того, как все настройки вы выставили, жмем «Сохранить». Теперь ключевой вопрос. Где же находится ссылка на нашу систему? Переходим на нее. Нам предлагает опять заплатить денег MyFacebook. Не соглашаемся. Очень многие допускают ошибки и при попытке поделиться ссылкой на мониторинг публикуют ту ссылку, которую видят в браузере. А это неверно. Для того, чтобы поделиться ссылкой на мониторинг, листайте в конец страницы, и здесь есть URL системы и кнопка, чтобы его скопировать. Давайте его откроем в новой вкладке. Так, выходим из системы, чтобы у нас не было логина. Перезагружаем страницу, и вуаля, мы видим, хотя у нас нету логина, обратите внимание, я не залогинен, мы видим нашу систему. Все, у нас есть доступ к ней по вот этой ссылке, которая была внизу страницы. А если мы загрузим ссылку неправильную, то нас, кстати, теперь все равно перекинет на правильную страницу. MyFacebook ввели перенаправление, что очень здорово. А раньше там писалось, что вы не можете просматривать страницу, вы просматриваете что-то портфолио, для этого нужно залогиниться, ла-ла-ла. Но все равно лучше использовать правильную ссылку. Это нужно в том числе и для отображения виджетов. Нужна правильная ссылка. Что за виджеты такие? Давайте вновь залогинимся, и при нажатии на кнопку нашего профиля есть кнопка «Виджеты». И вот такие вот красивые картиночки с графиком вашей стратегии вы можете добавить к себе на сайт или, допустим, запостить на форуме. У нас на форуме вот даже отдельная кнопка есть для MyFacebook. И если вставить правильную ссылку, то появится вот такая вот картинка. Ну, здесь был бы график, если бы у нас было побольше сделок. Ну, здесь вы можете выбрать разновидность виджета, допустим, такой мини, выбрать систему, для которой отображать данный виджет. И здесь есть HTML-код, если для вашего сайта, BB-код, если для форума, который использует данную систему, вы их можете копировать и вставить. Таким образом поделиться в виде инфографики вашим виджетом. При нажатии на этот виджет пользователь перейдет на страницу с вашим мониторингом. Что делать, если у вас мониторинг обновлялся, а затем перестал обновляться? И не обновляется уже больше суток, либо еще дольше. Есть один простой способ. Переходим в настройки, редактировать ваш мониторинг, раздел верификация, и здесь кнопка «Связаться». Жмете на нее, и данные обновляются. Подключение успешно. Чаще всего это помогает восстановить подключение и публикацию данных для мониторинга. Не жмите слишком часто на эту кнопку, потому что после энного количества нажатий она перестает работать вообще, и вам придется мониторинг удалять и создавать заново. Также, если эта кнопка не помогает и подключиться к счету MyFacebook так и не может, значит придется заново создавать мониторинг. К сожалению, на MyFacebook присутствуют баги, и побороть их не всегда удается. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, данная инструкция была вам полезной для создания счета на MyFacebook. С вами был Павел, специально для сайта telab.com. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я вам буду за это благодарен. Всем пока.